Привет, дорогие! Сегодня мы с вами приготовим сливочный суп с рисом и курицей. В таких супах используют от 1 до 4 видов риса. В основном дикий. Мне этот вариант не нравится. Я взяла 3 разных вида риса в равных пропорциях. Обычный длинный рис, басмати и дикий рис. Итак, нам понадобится приблизительно 700-800 грамм куриного мяса без кожи и костей. Я возьму окорочка, но можно взять и грудинку. Мне просто окорочка больше нравятся, они более нежные. Морковка 2 штучки средних, сельдерей 3 черешка, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, небольшой пучок петрушки, сливки 2 стакана. Вполне достаточно 15%. 1,25 стакан смеси разного риса. Еще нам нужно будет 8 стаканов куриного бульона. Кукурузный крахмал 4 столовых ложки, оливковое масло 3 столовых ложки, может 4, посмотрите сколько возьмет, соль и перец. Солим и поперчим курочку. Я буду обжаривать прямо в кастрюле. Выливаем в кастрюльку оливковое масло. И в разогретое масло на большом огне отправляем окорочка или грудинку, что у вас есть. Убавляем огонь до среднего. Обжариваем 3-4 минуты. Переворачиваем. Обжариваем еще 5 минут. И так переворачиваем несколько раз, пока хорошенько не подрумянится и будет почти готово. Вынимаем и оставляем немного остыть, чтобы не обжечь руки, когда будем нарезать. Нарежем кубиками морковку. Три черешка сельдерея тоже нужно порезать, но предварительно нужно удалить грубые волокна. Вот так. Теперь можно нарезать. Измельчим 3 зубчика чеснока, любым удобным вам способом. Можете выдавить, можете натереть на терочке. Так, курочка наша уже подостыла, будем ее нарезать. Нарезаем на кусочки, какие вам нравятся. Овощи отправляем в кастрюльку, в которой жарили мясо. Немного помешаем и можно закидывать курочку.
Тушим на слабом огне, время от времени помешивая, пока овощи не размягчатся до полуготовности. Запах какой замечательный! Сельдерей всегда очень вкусно пахнет. Добавляем чеснок. Все перемешиваем. Заранее промытую смесь из разных видов риса высыпаем в кастрюлю. Помешаем так несколько минуточек. Заливаем куриным бульоном. Если бульон не соленый, посолите по вкусу. Суп до готовности риса варим на медленном огне, а я пока порежу петрушечку. И еще вот так чуть-чуть и хватит. Когда рис будет готов, смешаем 4 ложки кукурузного крахмала с небольшим количеством воды. Помешивая, вливаем в суп. Добавляем 2 стакана сливок. Попробуйте на соль, если нужно, добавьте. Соли мне достаточно, а вот перца маловато. Добавляем петрушку. Если вы не любите слишком густой суп, добавьте еще бульона. Только бульон обязательно должен быть горячим. Закрываем крышкой, пусть закипит. Такой суп можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Его даже замораживать можно, месяца полтора держать в морозилке. Только перед тем, как подать, его нужно заранее разморозить в холодильнике и потом разогреть. Спасибо каждому, кто ставит лайки и пишет комментарии, кто делится нашими видео со своими друзьями и в своих социальных сетях. Именно благодаря вам мы можем продолжать снимать рецепты и продвигать наш канал. Спасибо большое. Вот и готов наш потрясающий вкусный супчик. Благополучия вам и вашим близким. Дарите друг другу любовь, и пусть радость ваша будет совершенна.